да, потому что это антибиотика. Антибиотика, который Борисов. Я не знаю. Ну, это бандитский Петербург. Ну, антибиотик, да? Вот. А помнишь этот фильм «Иди и смотри», когда мы еще тут в школе были, да? Вот этот главного героя пацана. Помнишь? Да. Так вот это он женился на дочери антибиотика. Шартисты. Не, я ничего, я просто так вот, я тоже недавно узнал. Я, кстати, недавно думала про этот фильм, не смотри. Нас потащили со школы. Что мы еще тупые были, блядь, что это как-то воспринимать. Да, это как и пропаганда, она работает так. Как вот я Юле написал, Юля говорит, такие впечатления. Я в Фейсбуке там написал, да, что... Зай, да говори громче, я тебя ни хрена не слышу. Юля написал, вот, под впечатлением был, что вот как вот я, то, что я в Фейсбуке написал, вот, а он мне начинает, я говорю, что пропаганда в школе, бла-бла-бла-бла-бла, а он мне начинает, я с тобой не согласен, Я потому не что пойму, о чем ты сейчас говоришь, про что ты написал. я под впечатлением, когда был, вот это вот, чтобы нормально все видели, и я написал Юре то, что написал в Фейсбуке. Никогда бы не победили. Вот это. Ну да. так скажи же, Да. Костя, то, что я написал в Фейсбуке. Да. Откуда я знаю, что ты написал в Фейсбуке? Ты же лайк поставила? Ну так, блин, что ты там только не писал? Ты Охренеть можно, Карпиков. Изъясняйся грамотно, миллион раз говорит тебе. грамотно. Я же все понял. Ты все понял, я ничего не поняла. И он мне начинает как бы оппонировать в том плане, что вот, посмотри, СССР был могущественный, там экономически это, а Германия уже за 10 месяцев до конца войны, ну, перед тем, как открыли второй фронт, 10 месяцев оставалось, она бы это, бла-бла-бла-бла, туда-сюда, вот. И там, что там того ленд-лиза было, 10 тысяч танков всего. Я говорю, ну почему ты так берешь, что ленд-лиза было только 10 тысяч танков? Ленд-лиз начали давать с октября 41 года. И если там было 10 тысяч танков, то почему уже преемник Россия платила за ленд-лиз аж до 2006 года? Так что ж там этих 10 тысяч танков, да? Вот, а платили только за то, что вернули. Вот, не, за то, что, значит, как же там? Там как платится? За то, что погибло, за то, что уничтожили, за то не платится. А за то, что остается, то, что целое, за то платится. Как-то так, не помню, там нюансы какие-то есть. Вот. Говорю, раз. Второе, я говорю, если бы не помощь союзников, вот даже взять то, что открыли второй фронт, то неизвестно, и то, когда открыли второй фронт, война длилась еще 10 месяцев. Если бы они этот второй фронт не открыли, то сколько бы она еще длилась без помощи союзников. А если бы они дали ленд-лиз, то неизвестно, если бы закончился это Сталинградом, Курской, там туда не дошли, если бы они не дошли дальше. Вот я говорю, я с тобой не согласен. Вот, ну, если там, ну, типа, информацию из Гугла, если Google врет, значит бы не победили никогда. Я говорю, это не объективно, ты вытащил 10 тысяч танков, давай тогда все там, и бензин, и еда, и все, это и шмотки, и эти, как его, и техника, легковые автомобили, ну, военные автомобили легковые, грузовые, и снаряды, и так далее, и так далее, и так далее. Это же корабли, которые шли, это Liberty, это, их же строили одну за 3 дня строила, их там посылали сотнями, ну и немцы же, естественно, сотнями топили, но что-то доходило. Я говорю, это ж, смотри, я говорю, вот если это, вот если так взять, говорю, союзники, вот, говорю, союзники, они не должны были воевать. Никто не хочет, вот если там между кем-то кто-то грызется, но никто не хочет в это встревать, никто не хочет умирать. Почему должны умирать граждане другой страны? Когда в 1939-м Гитлер напал, 30 августа Гитлер напал на Польшу, Польша попросила союзников помочь. Блин, 5 дней никто не хотел, все думали, там надо, не надо, никто не хотел. И вот из-за этих 5 дней вот это все превратилось потом в 6 лет.
Если бы тогда сразу, в тот же день, возможно, было бы все по-другому. Но только 3 сентября Англия, Франция и еще кто-то третий, не помню, вступили в войну. А 5 дней немцы делали, что хотели. Не немцы, а Германия. Я говорю, смотри, то же самое сейчас происходит и с Украиной. Я говорю, без помощи все, уже про Украину забыли. Без помощи союзников. Ну, там, дружественных стран, там, союзников как таковых нету, да, дружественных стран, кто помогает цивилизованной миру. Раз, я говорю, ну смотри, ведь никто не вводит войска, никто не хочет, граждане, я имею в виду на официальном уровне, там добровольцы, которые идут там за деньги, или как они там идут, по каких своих убеждениям, ОК. Но ведь официально-то никто не пришел, вот давайте ведем войска. Я говорю, вот то же самое. Я говорю, поэтому без союзников была бы жопа полная, без их помощи. И давай возьмем, сколько было на стороне СССР союзников, и сколько на стороне этой, как его, Германии. Как, знаете, может, ты не знала, Словакия была на стороне Германии. Не знаю. Прикинь. Так вот. То есть, Ну там уже как и румыны, там сейчас. еще эти, там это, да, там Италия, это все понятно, а вот Словакия, пипец. И они уже перед самым концом, когда уже поняли, что уже все, они как-то там что-то это перестроились, да, переобулись. Так вот. Так что я говорю, я не то что спорю, говорю, я это свое колхозное мнение тебе рассказал, ты свое мнение. А он же приводит все примеры к Финляндии. Вот, войну с Финляндией, как там проиграл, и у Союза было тогда мощностя и как там территории, и все. Ну, потому что тогда, когда была Финляндия, там Англия погрозила еще там это, и мы вводим войска, и тогда, блин, Сталин врубил заднюю. А сейчас, ну, крутые партнеры, допустим, Украины, те, кто столкнулся вот именно с фашизмом, конкретно вот Англия, она была сама, она осталась сама на это, и Черчилль долго Рузвельта упрашивал помочь, долго, я не знаю сколько лет, но долго, и она же практически была сама. У нее было большое счастье, что вот это вот море. Ну, бомбили же, они же летали туда как к себе домой. А следующий этот, как его, этап, кто хорошо помогает, смотри, поляки, да? Они тоже столкнулись с Советским Союзом, с Гитлером, каких там дербанили все. И дальше Прибалты. У некоторых этих стран, смотришь, у них смелости больше, чем у какой-то другой, блин, вот это Шольца, как посмотришь, по Германию, блин. Да вот можем, да вот не дадим, да вот это, туда-сюда, потому что они все боятся, они уже это через раз это прошли, как, ну, как зачинщики, да, и теперь они, ну, сильно боятся в этом плане. А Литва летом как-то начали этих с российским паспортом же выгонять всех этих машин, конфисковывать. Вообще с ним не сэр. Сделали там какие-то поблажки, давали по поводу языка, они что начали их рубать. Не сдал язык нахер. А там, когда было в 90-м году, когда Союз распался, можно было выбрать какое гражданство. Это, и они выбрали российское, потому что пенсия была больше. Но и остались там жить. У них, вот так как они там жили, у них вот это вид на жительство какой-то другой совсем был. А сейчас, после всего вот этого, ну, Прибалты, я не там все страны, ну какая-то из них круче всех. Литва, по-моему, Латвия, Литва. Экзамен, полгода сдать экзамен. Нет, до свидания, выселение. Были исключения, что давали еще какое-то время. Ну и все, нахрен. Ну, так вы сами сделали свой выбор. Чего вы теперь?